Друзья, всем привет! Попадаю на озеро, на избу-заползуху. Кто следит за каналом, осенью я последний раз бывал на этом озере с покрафтом, со своей лодочкой ходил, ночевал там 2 ночи. Тут до этого у нас была потайка, был плюс, неделю стоял 0, плюс, снег немножко осел и в принципе собака едет. Тяжело, но едет. Сани вот эти волокуши сзади, они очень тяжелые, потому что я еду полностью укомплектованный, еду палатка, печка, пол, то есть, ну, вообще все. То есть, готов заночевать прямо сейчас здесь в болоте, если, не дай бог, что-то случится с техникой или еще что-то. На всякий случай все взял. Вообще в планах доехать до озера и разбить палатку именно на водоеме. И попробовать половить, ну, в палатке, в тепле посидеть, половить, прикормить рыбу. И как бы вот так вот в планах. Но не знаю, что меня ожидает. Скорее всего, на озере слуз. И скорее всего, что я если лунку сделаю, все это даванет оттуда, всю эту воду. Снегу много, она все давит. На озере мало кто рыбачит. Поэтому, как бы, скорее всего, что может быть и не удастся поставить. Вот. Но на всякий случай взял. Могу еще и в избу не попасть. Не знаю, как она там чего. Может, дверь замерзла вся. Ну, придется, может, отколачивать еще как-то. Так что будем пробовать все это дело. Сейчас глянем по GPS-ке, где озеро, и уже соображу, чтобы уже точно выехать к избе. GPS-ку убираем и едем. Еще перекурю немножко, постою, и собака немножко отдохнет. Потому что там ехал все в нагрузку, а здесь такое болото большое. Заскочил, без деревьев, снег плотный, и здесь уже хорошо едет. Доехал до ручья, видно за мной этот ручей. Мне не только на собаке, мне даже пешком, наверное, здесь не пройти, потому что лед тонкий. Видно, отопревает, и вот там вот, ну, воду видно, течение. И берега, соответственно, крутые, со снегом мне не забраться. Запах стоит, знаете, такой, как городская канализация где-то. Просто такой вот, не знаю, вот этот сероводород. Может показаться в лесу, сейчас здесь свежий воздух, но воздух так себе, если честно. Запах неприятный. Причем в такой округе, наверное, я там уезжал, где-то, наверное, около километра, и здесь, и все вот такой вот, знаете, запах стоит. Сделал такой импровизированный мостик. Там сучьев накидал, такие вот, ну, вот эту ольху, иву. Потом снегом накидал, зарыл все, утрамбовал лопатой все. Потом еще один слой вот таких веток, и в принципе нормально меня держит. Здесь берег срыл, здесь тоже срыл. Думаю, все нормально. Сейчас вот так вот сюда пустой проеду, а потом уже волокуши сюда подкину. Но потом это все замерзнет. Сейчас мороз, завтра мороз. Завтра 15, послезавтра будет 25. Ну, короче, нормально. Эта дорога вся причереет. Прихватит ее и будет как асфальт. И мостик будет хороший. Весной, правда, оттает все и упадет. Ну да ладно. Добрался. Классная штука этот козырек. Мне осенью писали в комментариях, когда я здесь был, что типа вот снегом заметет, занесет тут все, потом из избы не вылезешь. Вот, пожалуйста. Дверь прекрасно открывается. Я даже не копал ничего вообще. Здесь под козырьком, вот здесь вот просто земля, даже снег сюда не налетел. Вот это супер. Лопата — это вещь в лесу. Зимой без лопаты делать нечего. Сил вообще просто никаких нету. У меня сегодня в планах было вообще доехать до озера, попробовать порыбачить, но я
честно скажу, что у меня никакого желания нету ехать. У меня сейчас просто желание все разобрать, затопить печку. Надо еще съездить за дровами. Там есть мои дрова, еще осенние, наломанные. Но этого мало. Это буквально чисто вот так вот затопить и все. То есть надо все равно съездить, заготовить нормально дров, пока еще светло, чтобы не в темноте возиться и за водой съездить. Привез сюда вот такой рулон. Это алюминиевая такая, ну, для теплоизоляции или что это, короче, 10 метров привез сюда. И сделаем потолок, обошью ей, выдеру все лишние гвозди и одну стену. Взял степлер с собой и одну стену, чтобы она была не саженная, а такая, ну, чтобы можно было к стене прикасаться и не испачкать спальник и одежду какую-то. Так что вот такую вот подложку привез. Займемся, немножко облагородим избу. В тот раз, когда я осенью был, что-то я вот это вот не заметил. Это для поварни, но для костра палочки ставите и подвешиваете котелок. Написано ГДГ, инициалы, август 2009 год. Вот, наверное, скорее всего, в 2009 году здесь в избе последний раз кто-то и был. Складывается такое впечатление. Я почему-то их осенью не заметил, думал, просто палочки лежат, а они вот здесь вот. Вот тут лежали. Вот еще одна такая же есть. Да, не горит, печка не горит, не хочет. Сейчас раскумарюсь тут. Я даже не знаю, ноги как растянуть там. Солнце уже село, дым валит. О, уже тут уже из печки повалил. Огонь. Ладно, сейчас может это. Голову выше не поднимать, а то тут полный привет. Дым стоит таким слоем. Снизу там дыма нету, а сверху, короче, дышать нечем. Ну а здесь нормально. Все, пробило трубу. Я только собрался тут палочки ставить и на крышу залезать. И смотрю, из трубы повалил такой густой дым. Все, пошла тяга. Сейчас закрываю дверцу. И это, короче, топить избу будем. Протапливать. На улицу дубочина. Вообще градусов, наверное, за 20 точно, может, градусов 25 примерно. Сильно так днем не отпускало, но так и было холодно. Нормально. Жить будем. О, вот эта тяга пошла. Вообще нормальная такая. Конкретная. Все парит, дымит тут, но уже нормально так. Почти все выветрилось. Почти все выветрилось. Можно сказать, что выветрилось. Все, живем. В избе просто жарко. Оббил стену вот этим утеплителем с этой стороны, стену, и на нары постелил, и как-то уютнее стало, комфортней. Песок этот не сыпется, и, ну, и вот этот мох не отлетает здесь от стены.
Сейчас хоть посмотрим, что работает, нет. О, живем. Вот теперь точно живем. На улице звезды. И небо ясное, наверное, градусов 25 примерно мороза. Хорошо так давит. Вот это мороз давит. Видно, как идет холодный воздух. Вот через то отверстие. Видимо, окошко было когда-то или что, не знаю, где банка стоит. Вот. Сейчас заварим чаечку. Уже вскипел. Я сегодня весь день, можно сказать, мечтал о кружке сладкого чая. Спать буду я в этом флисовом костюме. Он такой толстый, ну теплый, короче. Вот зимний спальник. И плюс у меня еще есть вот такое вот тонкое одеяло. Плюс коврик самонадувающийся. Он, то есть, такой толстый, сантиметров, наверное, 5, наверное, где-то так. По-моему, 5 есть. Вот, печку ни в коем случае на ночь я не буду оставлять. Не буду я там подкидывать дрова, чтобы они там шаяли до утра. Некоторые так делают. Ни в коем случае этого делать не буду. Ну, мало ли что, зачем мне это? Самое лучшее спать — это теплый спальник, теплые вещи, и все. Тогда никаких не будет проблем. Так что вот так вот. Ни в коем случае никаких задвижек не должно быть. Некоторые, знаете, делают задвижки, труба закрывается, трубу закрывает. Это вообще просто самая настоящая жесть. Я не знаю, для чего вот таких вот печек-буржуйках делают вот это вот. Типа шибера, не шибера. Ну вот сейчас современные это делают. Там, в принципе, есть небольшой запас, то есть угарный газ, дым этот уходит все равно в трубу. А вот старые, бывает, делали, там полностью кислород вообще перекрывают и вообще туда не идет. То есть маленькая головешечка, все, вы на утро не проснетесь, вы готовый труп будете. Так что это вообще опасно и ни к чему. Это тепла большого тут не будет. Это же буржуйка, это же избушка такая, это в деревянных домах, там, да, печки кирпичные, там, конечно, да, на трубу закрывать. И то надо с умом это все делать. То есть в этих печках это сколько таких случаев было, люди угорали, не просыпались на утро, и как бы, поэтому я печку вот сейчас подтоплю, потому что я еще сидеть буду, не спать, а перед сном уже она все прогорела, я все заматываю спальник с этим, с капюшоном, можно еще шапку одеть, в шапке теплее, и спишь нормально, прекрасно. Фу, сейчас пью чаю, может с булочкой еще попью и, короче, все, спать. Спальник уже у меня тут нагрелся, нормально так, вообще классно. Ой, и все, надо отдыхать. Все, всем пока, до утра. Всем доброе утро. На градуснике показывает минус 15, вот у меня термометр есть. С утра я выходил, где-то, наверное, в 7 утра было 22 или 21, как-то так. Температура резко упала, идет такой мелкий снежок. И это хорошо, в принципе, тепло. После вчерашнего мороза реально тепло. Приехал сюда, на это место, где основной улов был вот осенью, где массово клевал окунь, ну как массово, самое большое количество было поймано, и, по крайней мере, самый крупный он здесь был. Вот, только лунку начал сверлить, и пошел запах такой, как из туалета, короче. Такая вообще, просто рядом даже невозможно находиться, вот даже неприятно. Если в палатке ловить, наверное, просто будешь сидеть как в канализации в какой-то. Поставим балансирчик небольшой, вот такого вот плана. Вот. А потом, наверное, попробуем вот на такую блесну. Это вот она. Это Расинин.
такого самого. Попробуем, может, на нее. Примерно метров 5 глубина. Вот они плавают, родные. Вот они. Все, нашел рыбу. Красота. Смотрите, сколько их тут. Только опустил. Поставил палатку. И вот сейчас видно на камеру, как играю балансиром. Только что проплыла щука, и я вот опустил балансир. Но она куда-то мимо проплыла, думал, сейчас вернется. Но нету, где-то уплыла. Может, поэтому все окуни куда-то и рассосались, разбежались. О, щука плывет. Ребята, щука плывет. Да ты чё, ты вот такое-то вообще, я не понял. Я думал, сейчас хватит. Есть неплохой. Вот он, второй. Вот они. Уже сидит, можно даже не играть. Уже окуни сидят. Поймал, наверное, минуты за 3, за 4, 7 окуней. Ловлю просто на палец. Вот так вот есть. Достаю как из бочки. Удочка там лежит в снегу, я ее даже не достаю. Вот так вот опускаю просто. Пальцем вот так вот поиграю. Ну, о, есть. Есть. Хватит. Ты окуней. Что такое-то? Ох ты, ребята! Вот это окунь, которые вот клевали осенью у меня. Вот это настоящий окунь на балансир. Хороший, крупный зачет. Такой грамм, наверное, 450-500 будет. Отличный окунек. Сейчас попробуем в этой лунке, где самое массово окуней было поймано. Ух ты! Вот это удар! Вот он. Хороший. Отлично ударил. Я думал, конечно, окунь крупнее, но какой-то дикий тут. Не, нормальный окунь. Такой грамм 300, наверное. Есть. Есть окунек. Вот опять пришел в эту лунку, где основная масса была поймана.
Но места, конечно, маловато тут. Как ни крути. Если все надо развешивать, сушить, то вообще просто вот видно, наверное, решетку вот там я сделал в углу. Сейчас туда часть дров еще на нее положу. Сапоги сушить там опасно, вот эти особенно, как они, Эва, пробковые, как они правильно называются, Эва, наверное. От жары скрючатся, потом вообще их не одеть будешь. Придется в носках ехать домой. Такая вещь-то опасная. Сушить надо их очень аккуратно. Можно вообще не сушить, в принципе. Так нормально. Если ездишь ненадолго. Время уже 3:30 дня. Сейчас через 1,5 часа уже начнет темнеть. Приехал в избу, заготовил еще дров. Все дрова не влезли. Вот сбоку еще сложил тут небольшую поленницу такую. И, короче, надо заниматься какими-то хозяйственными делами. Надо что-то поесть, приготовить. Вот сейчас с дровами занимался. Короче, это не только рыбалка. В принципе, сидеть час еще ради одного окуня. Поначалу он еще поклевал. Может быть, он начал бы клевать бы с самого утра. Я с самого утра что-то поехал туда, в тот конец озера. Пока там ездил туда-сюда, если бы сразу попал бы на это место, может быть, и поклевал. Он поклевал немножко, потом что-то там в течение 20 минут одного окушка выдернешь, потом второго выдернешь. Ну, как бы смысла большого, я думаю, нету сидеть там ради одного окуня. Пока светло, надо, вот занялся дровами. На, сейчас пельмени, наверное, сварю я. Что-то пить охота, надо чай заварить. И, короче, попить чай, посидеть. Высушится все, фототехнику все надо высушить. Все в снегу, все во льду в каком-то. Короче, вот так вот. Сейчас будем все в избе. Время проводить уже до утра. Прикормил еще лунку. Вот где палатка стоит. Думаю, ну так, закинул на всякий случай, думаю. Фиг знает, может вдруг сорожка подойдет утром, не знаю. Потому что завтра утром сразу с рассветом сразу пойду в палатку. И туда вот у палатки буду ловить. Может с утра окунь будет хороший клевать. Ё-моё, все замерзло. Короче, так вот переодеваемся, потому что штаны не снять, когда стоя или как-нибудь приходится вот так вот корячиться. Вот они все у меня во льду, в снегу. Надо все сейчас сушить. Все сушить. Я не знаю, конечно, куда курточку вешать. Тут у меня за камерой висит рюкзак, кофр от фотоаппарата. Короче, надо все сушить тоже. Все сырое. Просушить и потом сюда на стену повесить. Все. Печка затоплена. Дрова вот там лежат. На решеточке. Там за печкой и здесь сбоку подсохнут. И будут отличные дрова на растопку. Так они такие все в снегу еще. Сыроватый. Ну, середину выколешь, так нормально. Неохота ехать на озеро за водой. Топлю снег, короче. Нормально. Газ, баллончик газовый. Написано температура эксплуатации минус 10, плюс там что-то 35 или как-то так. Но в избе я зашел, тут минус 10 нету, тут, наверное, нормально было. Нифига не горит. Замерз весь. Пришлось в руках отогревать. И немножко заработал, сейчас опять замерз еле. Горит, на полную катушку сделал, и все равно плохо. Градусов 20 будет или там, и все, замерзнет весь полностью.
Пить охота, конечно. После пельменей. Время уже 8 минут 7 вечера. Все высушил, все поставил на зарядку. Допиваю чай сейчас. Еще остатки остыли. Ну, остыл, вернее, уже такой прохладненький. И, наверное, буду ложиться спать. Часам к 7, может, пока туда-сюда. Печь как раз прогорела. Больше топить ее не буду. Всем доброе утро. Время только-только вот начинает солнце вставать, рассвет. Время почти, наверное, 8 часов утра. Я, да, 8 часов 10 минут. Я выдвигаюсь на водоем. Дорога вот эта моя замерзла. Я вчера даже вот здесь раз проехал. Мороз стоит, ребята, вообще хороший такой. Градусов, наверное, ну за 20 точно. Градусов 25. Примерно так и обещали. По прогнозу сегодня 25, а к вечеру 28. Днем где-то вот около 20 будет. Так что вот такой мороз. Я утром уже начал это ощущать в спальнике. Я чувствую, что я начал подмерзать так неплохо. Вчера я не мерз, было теплее намного. А сегодня чувствую, да, так оно и есть. Вот, солнце еще не встало. На собаке не поехал, не стал ее заводить. Взял просто волокуши и, короче, взял печку с собой. Взял дрова сухие, которые у меня там за печкой подсохли. За ночь вообще отличные дровишки стали, сухие. Вот, сейчас попробуем переставим палатку, где на то место, где вчера массово, в основном, был окунь пойман в одной лунке. Поставим туда, затопим печку, потому что сегодня еще буду целый день здесь. И вечером, наверное, поедем домой. Так что, ну, вот такие планы. Хочется в тепле посидеть, половить, потому что если будет такой мороз, ну, целый день как бы скакать тут что-то как-то нету. А если рыба будет клевать, в принципе, можно в палаточке в тепле с печкой попробовать половить. Давно я мечтал окуня так половить, не знаю. Ну, конечно, окуня так никто не ловит, но вот так вот в палатке посидел, половил, выбежал где-нибудь, походил там часок-другой без палатки. Надоело, опять в палатку пришел, как бы, ну вот так вот. Короче, минус 28, как и обещали. Вот такая вот погода. Солнце встает такое красивое, красное, только-только начинает. Снял штаны. Есть. Первый окунь, ребята, на сегодня. Вот он, красавец. Снял штаны, потому что просто невозможно. У меня 3 штанов, толстые еще флисовые снизу. Сижу вообще в футболке в одной, потому что сидеть просто невозможно, очень жарко. Рыбу буду выкидывать туда за борт. Ну, руки буду вытирать об штаны. Потому что полотенце я оставил в избе, идти неохота. Сейчас попробуем вот такую вот балалаечку. Лесочка 008. И вот такая вот мормышка. Есть, ребята, насадил свежего опарыша такого крупного, 2 штуки. И вот результат. Вот такой вот окунь. Вообще неплохой такой, грамм, наверное, около 300, наверное, может 250-300 такой. Причем ударил сразу. Класс. Короче, обломал мне крючок. Надо новую мормышку привязывать. Еще одного вытряс. Вот такой вот средний. Камеру не успел включить. О, там уже сидит, смотрите-ка. Я только опустил.
Ух ты, вот они пошли. Пошли. Ой, радости-то. Так, пока сюда их буду скидывать. Неужели заклевали? Или что это такое, подошли что ли? Есть, ох, хорош. Ах, ушел. Где-то в толще воды был. Есть еще. Ух ты, ребята, вот это окуни. Вот они. Вот это лапки. О, класс, просто класс. Где-то подошли, сразу 4 штуки. Сходу 5-й. Окуни хорошие вообще. Вот они. Обалдеть. Пробовать так. Есть. Без удочки. Еще один. Вот такие вот. Это что за это? Включился рубильник какой-то, что ли, или что это? Один за другим. О, кабаны. Вот такие вот. Самолет где-то летит большой. Как ты тут попал-то мне? Так неловко. Хороший окунь. Главное дело, клюет подходами. Клюет там штук 7-8, как из бочки. Вытаскиваешь один за другим. Потом хоп, перерыв такой, минут 15-20. Причем в эти перерывы клевать перестает. Я опускал 2 раза подводную камеру. И рыбы не видел. Второй раз, когда я опускал, видел вдалеке там силуэт окуня проплыл. Может быть, конечно, он боится камеры, а может быть, это просто так попадало, что рыбы не было. Когда вот такие вот случаются выходы окуня, то вот такая вот удочка, леска толстая, мормышка побольше, тянешь хоть, спокойно, уверенно тянешь. А лесочка 0,1, ты такого окуня тоже, в принципе, можно вытащить. Я вытаскивал, крупнее окуня вытаскивал. Но уже будешь тихонечко тащить, немножечко туда будешь, слабину вот это вот. Ну, не слабину, а вот это вот туда-сюда играть, чтобы леску не порвать, чтобы не нахрапом вот так вот тащить. То есть это время, это все как бы... А когда окунь клюет, там просто вот так вот опускаешь, достаешь на такую леску. И не бойся, что она порвется. А все-таки 0,1 леска, она как бы такая... Больше, наверное, окунь, когда он совсем не клюет, либо там на сорожку. (0,1, 0,12). Ну, все зависит от... Была поклевка. Ух ты, вот это удар. О, хороший окунь. Ё-моё. Ох. Ребята. Вот он. Грамм, наверное, 400. Хорош. Кабанчик. Вот такой вот. Не знаю, видно, не видно.
как-то схватил сначала, как будто сорожка так трынь. И так оказался крупный окунь. Такого-то ловить, конечно, класс вообще. Сейчас повыше. Есть еще. Ух ты, ух ты, ух ты. Еще такой же, наверное. Ух ты, ё-моё. О, вот он. Еще один. Такой же, чуть-чуть поменьше. Чуточку поменьше. Интересно, на балансир будут они клевать или нет? Так, ребята, заряжаю балансир. Что-то мне тут он... Катушка, что ли, замерзла, блин. Попробуем. Ну что такое-то? Может, на балансир будет клевать? Есть. Нормально. Вот они. Фу. Чтоб у меня замерзли. Ну, немножко стало потеплее, 20 градусов ровно на термометре. Так что, ну, вот такая вот температура. Все, ребята, закругляясь, вот такая вот кучка окуней. Я тут не считал, но тут где-то около 40 штук, наверное. Где-то примерно. Ну, в 2 раза больше, чем поймал я вчера. За 2 подхода. Утром одного поймал, потом еще вот подход был. То есть один за другим. Потом перерыв, потом еще подход был. И потом еще, наверное, так. Одного-два где-то вытащил вот так за какой-то промежуток времени. И больше все, клевать перестало. Время 13:35. Сейчас все это собираю и в волокушах иду туда. Печку пока оставлю с палаткой. Да, здесь печка сейчас дотопится. Там немного осталось, дотлеет и все. Съезжу на собаке, сюда заберу палатку и надо собираться. Там еще в избе надо кучу всего собрать. Что-то оставлю там по мелочи, может быть. А так в основном, пока спальник соберешь, пока все это упакуешь. Короче, времени немного надо. Ну и как раз, может быть, часа в 3, может быть, в 4. Потихоньку, вот так, не торопясь, поеду. Так что, ну, вот такие вот планы. Больше просто не вижу смысла рыбачить тут, как бы, ну, поймаю я сейчас, может, еще, может, 5 поймаю окуней, 10, ну, как бы, если бы я еще оставался на ночь, конечно бы я бы домой, ну, не поехал бы сейчас. Так как надо домой уже ехать, попадать уже, неохота, как бы, в темноте-то собираться. Уехать-то можно и в темноте с фарой, что, дорога сейчас есть, красота, езжай да езжай, никуда не денешься. Так что вот так. Такие вот дела. Шуруповерт. Купил в этом году вот такие санки. Видно, наверное, какой они ширины. Ну, сантиметров, наверное, 50 так точно есть. Шириной примерно такие же, как у меня волокуши. Вообще классная вещь. У меня дома есть еще саночки, они такие поуже. Они вечно вот так вот заваливаются. Если вот по снегу вот по такому вот ходить,
постоянно то на бок, то еще что-то куда-то вот так вот. Даже если по центру ложишь, все равно где-то там какой-то след попало, все равно переворачивается. А эти широкие, ну и прям такая красота, никуда не заваливаются, ничего. И вообще здоровские санки, мне очень понравились. Я их только вот сейчас недавно купил, привез. Классные санки. И вещей побольше влезает. Самое главное, что они широкие и не переворачиваются. Вот это вообще удобно. А вот даже вот не промерзла ничего. Каша вот такая вот. Рядом все замерзло, а тут не промерзло. Еще осталось 2 полена. Заберем их в избу. Какие-то еще окушки даже дергаются. Вот такие вот хорошие окушки. Всем пока. До новых встреч на канале и всем удачи. В избе все прибрал. Оставил рулон этой бумаги. Кое-какие вещи оставил. Топор оставил. Дров заготавливал. Там в принципе на первое время хватит. Вот. В углу там оставил сухие дрова. Плюс здесь еще есть дровишки. Короче, в этом плане все нормально. Упаковал уже волокуши, все завязал, все собрался, развернулся и надо все выдвигаться в сторону дома. Время уже, я хотел в 3 часа выехать, ну вот 15:25 время. Все, вот так вот все представил. Все, спасибо, изба приютила. Спасибо людям, кто ее строил.